Приветствую всех, здорово! Вы на канале Incognito Pictures, это уже 5-й кинодайджест на предстоящие мировые кинопремьеры недели. Нахер сходи! Ну а если бы снимали фильм про мою жизнь, то скорее всего это был бы фильм про серийного убийцу по имени Работа, среди жертв которого можно выделить мое свободное время, планы на лето, да и, что греха таить, планы на личную жизнь. Да. Да мне на это насрать! Да и ладно, давайте не будем тянуть резину и посмотрим, что же они там нам наснимали. Понеслась. Фильмы, говоришь? Ха! «14 июня нас ожидает мировая премьера приключенческого, кинокомиксического, фантастического боевика производства США под названием «Флэш». О, боже мой! Флэш! Привет. Я люблю тебя! Срежиссирован фильм Андресом Мускетти, среди знаковых работ которого стоит выделить «Оно» и «Оно 2». Вы представляете, что он там может наснимать? Что нас ждет-то, а? Чувствуешь, цирком пахнет? А вот среди главного актерского состава стоит выделить Майкла Шеннона, Майкла Китона, Бена Аффлека и того самого Эзра Миллера. Здорово, бандиты. Все будет в лучшем виде. Не успел еще Марвел до конца обсосать тему с путешествиями во времени и мультиверсовской ахинеей, как DC, роняя кал, напихали всего этого добра в новый Флэш по самые уши. Какой пиздец! Ну так вот, излечив в спешном порядке Эзру Миллера от звезданутости и снова запихав его в красный костюм с молнией на жопе, ну судя по тому, что у него в башке творится, это у него жопа. Крышак-то поехал. Да, поехал, малость. Наделили его званием самого шустрого быстрострела всея DC, что позволило ему разгоняться выше скорости света и, как следствие, путешествовать во времени. О, да. И в результате того, что подросток решил закосплеить сюжет фильма «Назад в будущее» и сунул свой таки нос туда, куда собака свои причинные места не сует, нормальному ходу событий во всем мире приходит северный пушной зверек. А из временных дырок полезли такие кринжи, что на их фоне сюжет 4-го Тора вам покажется произведением искусства. Ну да, точно. Да чего только стоит дрощугезная супервуменша, затмившая тенью феминизма Генри Кавилла. Если бы этому было научное объяснение. Ну и, конечно же, супер-женщина, которая в сравнении с Еленой Прекрасной Галь Гадот является Еленой... просто Леной. Это волшебство. Это же наебало, йоу. Конечно же, в фильме есть и хорошие моменты, но связаны они в основном с игрой антагонистов, которые не сильно влияют на общее восприятие картины. По итогу получили так же эффектно, как Черный Адам, но также придурковато, как второй Шазам. Нет, пожалуйста, не надо. Идеальным описанием данного фильма будет шутка о том, что самая медленная скорость в мире — это скорость звука. Потому что то, что тебе родители говорили в 16, доходит только к 40. У тебя крутые друзья. Да, это был Убер. О, боже! Их директор. 14 июня ожидаем мировую премьеру комедии производства США «Без обид». Дженнифер Лоуренс в главной роли. За что? Ты похитила меня! Тебе 19! Детсад! Срежиссировал эту ржаку Джим Ступницкий, среди работ которого стоит выделить «Очень плохая училка». Не знаю, как сказать, нервничаю малость, мне кое-кто нравится. Ты мне тоже. Комедия расскажет нам историю о парне, который то ли самый задротский задрот в мире, то ли отличный парень, но со слабо развитыми социально-адаптивными навыками, у которого есть родители, которые готовы выложить крупную сумму ради того, чтобы их сынок перед поступлением в колледж перестал играть в карманный бильярд и стал настоящим мужиком. В полном понимании этого смысла.
Побыть его девушкой, в смысле как бы или реально? Да, Реально. По-взрослому. Ну да, вы его не узнаете. У кого-то будет секс, у кого-то будет И за такую непыльную работенку берется шикарная Дженнифер Лоуренс, которая после популярности в «Голодных играх», кринжа в «Красном воробье» и довольно-таки занятных сливов ее интимных фоточек, все это как два пальца об асфальт. Мeh. Может быть. А может и нет. При этом персонаж Лоуренс, в отличие от ее непутевого партнера, социально адаптирована по самые гланды и привыкла решать свои жизненные проблемы при помощи милой мордашки и не только. Но, несмотря на то, что в начале фильм отдает комедийной пошлостью, по итогу он выдает нам глубокую мысль о том, что быть мужиком — это не значит бегать и махать направо и налево своим детородным органом. Это значит совершать настоящие мужские поступки. Ну а зашампурит он нашу Лоуренс по итогу или нет, вы узнаете сами. Я раскрывать карты не буду. Блин, вечно он весь кайф ломает! Согласен? И вы знаете, и впрямь живем в какое-то странное время. Телефоны без кнопок, двери без ручек, люди без мозгов, любовь без чувств. Отстал от нее! Тихо. Черт, да что от меня, черт! Все, уходим! 16 июня ожидаем мировую премьеру британского приключенческого мюзикла под названием «Лучшие дни», который является киноадаптацией мюзикла под названием «The Band» под песни группы Take That. Да завали ты уже свое хлебало! Срежиссировал мюзикл какой-то клипмейкер Коки Гидройч. Что он там снимал, какие клипы, я вам даже не скажу. Ну и ладно. В дни, когда повседневная рутина разжижает остатки и так не особо большого ума, все мы любим повспоминать самые классные моменты из своего прошлого. Именно об этом и расскажет сюжет данного мюзикла, но с одним нюансом. 4 подруги решают повторить достижения своей молодости, будучи уже в возрасте не самой, так сказать, первой свежести. Собрав остатки храбрости в кулачок и забыв на время о возрастных болячках, великовозрастные подруги решаются затусить на сейшене группы Take That, под песни которых они на протяжении всего сюжета будут петь и трясти, чем мать наградила. Мужика найдите! Кикиморы! А идеальным описанием данного фильма будет новость о том, что на Бродвее впервые выпустили самый политкорректный мюзикл под названием «Две черноснежки и никаких гномов». Современный мир, он стал таким кастрированным. 16 июня ожидаем мировую премьеру индийского приключенческого фантастического боевика под названием «Ади-Пуруш», срежиссированным Омом Раутом. Кто это и что это, какие там главные актеры, я вам даже не скажу. Но пора уже знакомиться с индийской культурой. Походу, скоро только индийские фильмаки будем смотреть. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Индийская мифология столь обширна и разнообразна, что там можно такого наснимать, что DC и Marvel покажутся детским садом. Но, учитывая специфику азиатского синематографа, мы опять получили на выходе полумультфильм, где поют и танцуют главные герои, но с пафосными мордами. И за счет силы добра побеждают всяких злыдней. Не знаю почему, но здесь мне пришел на ум анекдот, где внучка бабушки говорит: «Бабушка, смотри, смотри, там дедушки пиво с раками едят». А бабушка ей отвечает: «О, внучка, это не сраки, это у них лица такие». Ну, шучу. Ай. Пиздец какой-то.
Сюжет расскажет о древних временах, когда из какого-то супер-пупер города выгнали какого-то супер-пупер наследника, а на сдачу вместе с ним выгнали его младшего брата и его жену. А тут еще и какие-то демоны будут пытаться их макнуть еще ниже в известную субстанцию. Ну и что же дальше по сценарию? Но наш изгнанник оказывается не пальцем деланный и за счет своей праведности призовет такую армию, за счет которой сможет вернуть себе престол и еще попутно напихает своих магических стрел всем своим злыдням-недругам. Бах, ёптать, и все. Если у вас есть 3 часа свободного времени, то, в принципе, этот фильм идеально подойдет для ознакомления с современным индийским синематографом и мифологией в частности. Ну, а если нет, ну и ладно. Да ебись он конем. И помните, если в начале индийского фильма на стене висит ружье, то в конце оно обязательно станцует и споет. Я не знаю, что вы там курите, но что здесь происходит? Вот, в принципе, и все новинки мирового проката, которые мы ожидаем на предстоящую неделю. Я же от вас ожидаю поддержки канала в виде лайков, подписок, конечно же, на канал. В комментарии оставляйте свое мнение, что вам понравилось, что не понравилось. Будем вместе создавать контент. В принципе, все новинки исследовал. Я же с вами не прощаюсь, но покедово. Фильмы говорить? Ха!